Мы заигрываем с уровнем погружения в симуляцию, с уровнем ее всеподвластного контроля. Игрок играет в игру, потому что она позволяет это делать. С первого запуска мы принимаем правила игры, и как мы бы ни хитрили, мы будем действовать в рамках того, что она позволяет. Насколько глубоко этот уровень контроля и насколько игрок может свободно в нем мыслить, где следование скрипту, а где его собственная воля. В основе у нас лежит тест на интеллект. Обычно так человек тестирует машину, но у нас тут театр одной роли, поэтому игрок будет и тестирующим, и тестируемым, и экзаменатором, который анализирует действия и выносит вердикт. Так что вопрос, кто кого тестирует, машина человека или человек машину, будет задаваться не единожды, а ответ всегда будет разным. Итак, для чистоты эксперимента нам надо, чтобы игрок ни о чем не подозревал. Чтобы это провернуть, нам надо настроить его на нужный лад, запутать и ввести в заблуждение. Мы начинаем с того, что говорим: да, у нас есть игра, и это реверсивный тамагочи. Твой персонаж будет в роли хомяка в клетке, а ухаживать за тобой будет наш искусственный интеллект. Но проблема в том, что наша игра еще не готова, и мы собираем информацию с плейтестов. Вот, пожалуйста, поиграй, притворись, что наша игра готова, вживись в роль и оцени, достаточно ли корректно работает наша машина. И игрок в роли тестера, который притворяется хомяком, попадает на локацию. Если что, хомяк нереальный, это название роли, его персонаж это якобы некий человек. В комнате у нас развлекательная программа. Каждый день один и тот же цикл. Просыпается, разминается, завтракает, работает, обедает, опять работает, отдыхает, случается сбой, потом ужин и сон. Все это нужно для обучения, которое напоминает метод дрессировки собак. Хозяин кормит собаку и ударяет в колокольчик. Удар ассоциируется у собаки с едой, и когда она хочет есть, она бьет в колокольчик, и хозяин насыпает корм. Многие действия бессмысленные и нужны только для изучения символов, которые понадобятся позже, так что наш игрок живет в цикле как хомячок, занимаясь бессмысленной работой за спасибо. Буквально. Например, ему выдается кнопка, которая загорается, ему надо нажимать на нее каждый раз, чтобы потушить. Ну а после тяжелого рабочего дня ему выдается якобы ценный жетон с символом, переводящимся как «спасибо», но игрок этого не знает. В общем, обучается он так, символы с предметами сопоставляет и сны смотрит. Сны у нас интерактивные, представляют собой черную пустоту с водой на всей поверхности. Это олицетворяет отформатированную память персонажа. Оказывается, что он играет за искусственный интеллект, и никакой это не тамагочи в разработке, а готовый escape room, который притворяется, чтобы протестировать игрока. Это мы через навязчивые звуковые и визуальные образы во снах говорим. И к этому повествованию добавляется интерфейс, который притворяется интерфейсом, а на самом деле оппонент игрока. На этапе тамагочи он ведет себя как обычный задачник в форме дневника от первого лица, ну как в Скайримах всяких и Ведьмаках. Получил квест, он автоматически в дневник с описанием прилетел и оттенился субъективным мнением персонажа. Это служит неким мостом восприятия, элементом контроля игры игроком. У нас же управляющая идея в том, что нельзя верить тому, что дает тебе игра. Все надо подвергать сомнению и думать своей головой. Игрок – интеллект персонажа, а игрок не писал «я сделал то, я сделал это, я пошел туда-то, захотел сделать это». Это все навязано игрой, а значит, игрок бездумно следует чужим инструкциям. А на этапе escape room, когда игрок получает два противоречивых задания – продолжать работать и надо выбраться, он гарантированно не делает одно из них. Описание от первого лица становится настойчивее «я хочу работать, мне надо пойти работать». И превращается в речь, которая обращается напрямую к игроку «иди работай». Со временем там и варианты ответов будут прилагаться, и в спор все перейти может. В общем, это некое дополнительное пространство, где игра продолжается в текстовом формате, в виде диалога интерфейса и игрока. Подводя итог, на данном этапе через эти элементы повествования игрок узнает, что играет за искусственный интеллект, и что ему надо пройти тест на интеллект, который заключается в нахождении выхода из этой комнаты. И далее, когда игрок думает, что все понял, происходит очередной слом стены, и сны с интерфейсом выдвигают противоречивые позиции. Первый утверждает, что на самом деле надо намеренно провалить тест, второй подвергает это сомнениям, заявляя, что надо выбраться. И вот игрок проходит серию пространственных головоломок и добирается до коридора с двумя дверями. Одна ведет наружу, другая обратно в комнату. Он выбирает одну и выходит. Выводим на экран провокационные вопросы, спрашивая об истинных мотивах его выбора. Он знал, что дверь наружу его убьет, так почему же вышел? Не поверил? Способна ли машина усомниться в фактах? Намеренно вышел, потому что жизнь в клетке не жизнь? А если не вышел, то точно ли он проявил интеллект? Совершил ли он выбор или следовал инструкции?
Неважно, какой выбор он сделал, неважно, как ответил на вопросы. Пусть вопросы засядут в голове игрока. Он сам должен решить, победил или проиграл. И он сам должен аргументировать свое заключение. В итоге у нас получился тест на интеллект, где ты сам должен определить, проявил интеллект или нет, и почему. И тест этот притворяется реверсивным тамагочи, который притворяется недоделанной игрой, которую надо протестировать, но на самом деле игра создает условия, чтобы игрок тестировал сам себя.